RS6 в ремонте. Интегра не заводится. Поехали на протесты. Здесь распыляли слезоточивый газ. Пошли неприятные возгласы, и мне кажется, пора отсюда сваливать. У меня единственный, кто безотказно работает, это вот этот полноприводный друг. Его, кстати, зовут Бен. RS6 в ремонте. После замены пар форсунок у нее появилась вибрация в двигателе. Посмотрели, что в одном цилиндре падение компрессии было. И, в общем, его оставил машину, ее ремонтируют. Интегра не заводится. Поэтому я сейчас покажу вам, что с моей интегрой. Заодно, Олег, тебе покажу, что с интегрой, перед тем, как тебе ее как-то доставлять. А ездить я сегодня по городу буду на прекрасном розовом Suzuki Hustler. Кстати, напишите в комментариях, может быть, мне сделать полный обзор Бена. Вот знаете, что такое жарко? Это когда дом потеет. Ну, многие из вас скажут, там кондиционер работает, и вот он потеет, поэтому нет, ребятки. Стены мокрые, все мокрое, все влажное, растения радуются, а вот домам и технике очень радостно. Пойдем посмотрим, что с интегрой. Как я говорил в одном из прошлых видео, вернее в прошлом видео или в позапрошлом видео, я стал мыть машину. Отмыть интегру от вот этих вот маленьких точек очень непросто. Несмотря на то, что у нас идет дожди и оно все размокает, не смывается. Поэтому, если знаете, чем это сделать, напишите в комментариях, пожалуйста. На руле интегры поселилась плесень. И еще комары, и, короче, это жесть. Поэтому быстренько пробую ее завести. Значит, смотрите, выживаем сцепление, нейтралочка. Еще раз. И так можно делать долго, она не заводится. Бедняжка. Ребят, если вы думаете, что я забил на интегру и ничего с ней не делал давно, вы ошибаетесь. В субботу, 3 дня... Да что ж такое? 3 дня назад я ее мыл. И в том числе и руль. Я, честно говоря, офигеваю, конечно, от нашего сезона дождей. Блин, мне прям больно и неприятно, что интегра вот так быстро заплесневает. Если у вас есть какие-то решения против такой плесени, ребята, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Сейчас мы находимся в районе Тунчон. Это район, который расположен на острове Лантау, в непосредственной близости с аэропортом. Это самый быстро растущий район Гонконга. Сейчас население района Тунчон составляет 1 миллион человек. Квартиры здесь новые, красивые и располагаются в высотных современных домах. Стоимость аренды начинается от 2000 американских долларов в месяц. Ребят, 2000 американских долларов в месяц — это будет маленькая, отдельная, но очень маленькая квартирка. Чем хорош район Тунчон? Это некий город в городе. Здесь есть метро, здесь конечная станция оранжевой ветки. Здесь есть свои школы, супермаркеты, рынки. Здесь живут как гонконгцы, китайцы, так и индусы, пакистанцы, тайцы. Здесь можно найти любую кухню мира, и в принципе отсюда можно не выезжать вообще никуда. Ну, как бы жить вот в Тунчуне и аэропорт рядом. И как бы на остров Гонконг не ездить вообще никогда. Район Тунчун идеально подходит для тех, кто вот переезжает в Гонконг и хочет попробовать
себя в этом городе. Вот я сказал, что аренда стоит от 2000 американских долларов. Помимо того, что Тунчун – это такой город в городе, этот город разделен на отдельные жилые комплексы. Вот при каждом жилом комплексе есть свои бассейны, магазины, клабхаусы, ну и как бы такая внутренняя инфраструктура. Это будущее, которое ждет всех жителей планеты Земля. У каждого есть доступ ко всей этой инфраструктуре, и стоит при этом вся эта инфраструктура очень-очень дешево. То есть получается, ты как бы живешь в большом таком скоплении людей, да? У тебя все есть, и за пользование всеми этими классными ништяками, ну в том числе бассейнами, да, хорошими больницами, всем, ты платишь нормальные, вменяемые деньги и как бы наслаждаешься всеми благами цивилизации. Ребята, это последние 200 метров до моего офиса, и мне кажется, мы их едем уже минут 15. А причина вот в этой пробке, тягучке, не знаю, как ее назвать, это то, что сегодня должны проходить крупные протесты в Гонконге. Для тех, кто не знает, уже более 1 года в Гонконге идут протесты. Обычно в Гонконге пробок нет. То есть есть вот утренние с 8:30 до 9:30 и вечерние с 5:40 до 7. В обычное время, сейчас у нас полдень, никогда пробок нигде нету. Если авария, все вопросы, связанные с аварией, решаются в течение 5 минут. Такое бывает очень редко в Гонконге, когда водители автобусов, то есть это мега-профессионалы, попадают в такие вот банальные, глупые аварии. Ужас какой. Ура! К вопросу о стоимости жизни. В Гонконге принято питаться не дома. Вот комплексный обед, который вы видите у меня, это прекрасная лапша удон с морепродуктами. Стоит 5-6 американских долларов, то есть 40 гонконгских плюс-минус. И такие же завтраки, обеды, ужины можно найти вот в таких вот кафе, ресторанах для местного населения. Поэтому посчитайте и поймете сами, сколько стоит жизнь в Гонконге, сколько стоит питание в Гонконге. Ровно месяц назад я купил автомобиль Audi RS6. Вот я сел и посчитал, сколько мне обошелся месяц использования этого автомобиля. Замена передних рычагов подвески – 8 тысяч гонконгских долларов. Замена лобового стекла – 2500 гонконгских долларов. Развал схождения – 900 гонконгских долларов. Я купил лампочки для передних фар. Они стоили мне 1560 гонконгских долларов. 4 раза я помыл ее за 880 гонконгских долларов. Заплатил 826 за парковку, 6200 за замену 2 форсунок и потратил 10 077 гонконгских долларов на бензин. Итого 30 943 гонконгских долларов. Вот пока на ней ездишь, не хочется думать о цифрах и плевать на цифры. Праздник продолжается, и хочется на ней ездить, и нажимать газ, и кайф. То ли ездить нужно меньше, то ли я не знаю, что делать с этой Audi. Коронавирус, как бы нам этого не хотелось, не заканчивается, а жизнь продолжается. И вот вы, мои подписчики, должны быть умными и понимать, что такое тесты и как они работают. Рассказываю. Есть 2 вида тестов на коронавирус. Один
называется PCR, и он выявляет сам коронавирус, сам этот вирус, да, он делается путем снятия образцов слизистой из горла или из носа. И там в течение нескольких часов определяет, есть у человека коронавирус или нет. Минус этого теста то, что хранить эти реагенты очень сложно, там температурный режим сложный. Эти тесты дорогие, и эти тесты могут давать ошибки. То есть, если у вас, например, с левой стороны или с правой стороны взяли мазок, а у вас не на всем горле, да, распространен вирус, то мазок показывает, что вы здоровы, а на самом деле вы больны. Второй вид – это тесты крови на наличие антител, которые вырабатывает наше тело, чтобы бороться с коронавирусом. Так вот, таких вот два вида антител, они вырабатываются и как бы по ним как бы считают, есть у человека коронавирус или нет. Дальше, маски. Ребят, в России происходит полная жесть относительно масок. В Китае сейчас появились маски, которые стоят 2 рубля и меньше. Эти маски запрещены к использованию в Китае. Их нельзя одевать в Китае. Если склад человека, магазин поймают с такими масками, это уголовная ответственность. Такие маски отправляются в Россию и продаются в России. Я вам рекомендую покупать маски от местных производителей, которые расположены в вашей стране. Таким образом, вы можете хоть как-то надеяться на то, что вы купите более-менее качественный товар. 220 гонконгских долларов стоит мойка. Это примерно 30 американских. Кто-то мне в комментариях писал, что ой, как дорого стоит мойка, 15 долларов мою сам. Я тоже сам буду мыть. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. За моей спиной остров Гонконг. Это такая концентрация бабла, технологий, менеджмента и вот инвестиционной мысли планеты Земля. Я часто смотрю на этот вид, и на него можно смотреть часами. Он напоминает Нью-Йорк, Токио и другие финансовые центры нашей планеты. В 2019 году, год назад, здесь проходили протесты, которые зафиксированы в книге рекордов Гиннесса как самые большие протесты в мире. За год вот это протестное движение не остановилось. Кто-то его поддерживает, кто-то его не поддерживает. Я не отношу себя к участнику протестов, либо к оппозиции протестов. Я просто наблюдатель, который вместе с вами посмотрит, что это такое. Поехали на протесты, поехали наблюдать за тем, что там будет происходить. Чтобы добраться с материковой части, с Коулуна на остров Гонконг, нужно сесть на паром и переплыть. Именно здесь начались протесты, такие масштабные, крупные протесты год назад. Пока я ничего не вижу, пока все в порядке, как бы бегают люди, стоят как бы автобусы с полицейскими, но не вижу никаких волнений и не знаю, даже хороший это знак или плохой. Стоят полицейские автобусы. Где-то вдалеке виднеются мигалки. Ну, пока никто никого не бьет и ничего не происходит страшного, мы туда тоже пройдем, посмотрим.
Вон люди в зеленой форме, их называют riot police. Ну, типа, как бы специальное отделение полиции, которое, ну, вот, как бы создано для того, чтобы работать с протестами, протестантами. Важно отметить, что уже чувствуется какой-то накал в воздухе, то есть как-то люди напряженно стоят, чего-то ждут, полиция напряженно что-то стоит, ждет. За моей спиной вход в метро, это станция Централ, как бы самый центр города, пока все спокойно. Точно в центре событий, а я вооружился специальным не знаю, у меня самое дружелюбное оружие, которое есть, я ем. Я надеюсь, газ распылять не будут, потому что мне тогда придется лишиться моего ужина. А я вам скажу, что я голодный реально, и то есть я сюда приехал прям с работы, и я не хочу, чтобы меня за что-нибудь обижали и прогоняли, тем более с слезоточивым газом. Чувак иностранец, его поддерживают, спрашивают его имя. Чувак ничего не сказал, его просто посадили в машину, ну и увозят. Пошли неприятные возгласы, и мне кажется, пора отсюда сваливать. Я не знаю, что происходит, правда. Вроде все пришли, поорали, покричали, что дальше. Но люди с оружием — это плохо. Даже полицейские. Мне кажется, что они боятся не меньше, чем мы. Когда полицейская машина начала уезжать, люди как бы не очень этому обрадовались, и, ну, то есть, вот здесь точно недовольны действиями полиции. Причем недовольство это родилось после того, как полиция уехала. То есть начались крики какие-то. Но чувака это не спасет точно. А мы идем дальше. Смотрите, ребят. На Централе стало очень людно, и это не совпадение. Появились уже организованные такие компании, которые ходят, скандируют что-то и перекрывают движение. Вот чувак за моей спиной показывает 6 пальцев. Это 6 требований протестующих, к правительству Гонконга. Я о них рассказывать не буду, потому что я просто наблюдающий, и моя роль сегодня показать тебе, что здесь происходит и как. Вот так вот быстро, просто за пару минут перекрыли дорогу. Накидали ящиков, все, пробка, никто никуда не едет, кроме мотоциклистов, которые умудряются проехать. Есть какие-то небольшие группы, которые при виде полиции начинают разбегаться, спрятаться за зонтиками и всячески паниковать. Приехала полиция, народ начал потихоньку сваливать. Мы тоже сваливаем, потому что не хотим, чтобы нас побили или забрызгали слезоточивым газом. Судя по тому, что народ очень активно пользуется водой, здесь распыляли слезоточивый газ, хотя мы были здесь буквально полчаса назад, ничего не было. Нехороший знак. Вот, мы прошли только что полицию, ну вот тех страстей, которые там показывают, да,
Я не вижу, стоят полицейские нормально, никого не трогают, ну и как бы их никто не трогает. Все нормально. Где-то за моей спиной продолжаются протесты. Я вроде ушел рано, но успел попасть где-то под слезоточивый газ. Мне глаза немножко щипят, думаю, что они красные. Хотя никого не трогал, ни против чего не протестовал, мирно ходил и показывал вам просто вот что там происходит. Integra не заводится, Audi RS6 тоже в ремонте. Поэтому, ребят, я как бы не бросаю дело канала и сам канал, показываю вам вот лайфстайл, что у меня происходит. Думаю, что для вас это будет интересно, полезно. Думаю, надеюсь, что у вас улучшилось настроение. Если нет, то пусть оно у вас улучшится и будет таким на весь день. С вами был Урбан и я, Степан Мостовой. Пока.